Ее Величество Елизавета II, Божьей милостью королева Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии и иных своих царств и владений, глава Содружества, защитница веры. Елизавете II принадлежит абсолютный рекорд продолжительности пребывания на британском троне, и она приближается и к мировому рекорду правления. Коронация Елизаветы II стала первой, которая освещалась в прямой трансляции на теле- и радиоэфирах. Тогдашний премьер-министр Уинстон Черчилль был против присутствия представителей СМИ, но прозвучал ответ: «Люди должны видеть меня, чтобы верить мне». Этот аргумент лег в основу принципов правления, и в самые тяжелые времена королева записывала внеплановые обращения, чтобы поддержать моральный дух нации. Война в Персидском заливе, гибель принцессы Дианы и смерть королевы-матери. В апреле 2020 года королева Елизавета II в условиях повышенной защиты собственного здоровья записала очередное внеплановое обращение. А какие выступления, спросите вы, являются запланированными? Одной из традиций, значимой для укрепления позитивного имиджа королевы и ее семьи, является ежегодное обращение к нации с рождественской речью. Основоположником традиции является дед Елизаветы II, король Георг V. Его речь транслировалась по радио 25 декабря 1932 года. Елизавета II являет нам образец речи английской аристократии. Ее деловой и сдержанный стиль получил название «королевский английский». Познакомимся с ним в двух ее обращениях. Первое, как я уже сказал, было записано в апреле 2020 года в период британского локдауна, а второе — традиционное рождественское обращение. На этих примерах мы рассмотрим, какие риторические приемы использует королева Великобритании Елизавета II. I'm speaking to you at what I know is an increasingly challenging time. A time of disruption in the life of our country. A disruption that has brought grief to some, financial difficulties to many, and enormous changes to the daily lives of us all. Здесь мы заметили градационную цепочку. Некоторым, многим, всем. Возможно, вы узнали в ней риторический прием климакс, о котором мы говорили в предыдущих выпусках. Однако это лишь мнимое сходство. Если вам интересно, в чем заключается отличие, напишите об этом в комментариях. Королева сразу говорит о том, что повод ее внепланового обращения всем известен. Это сразу же освобождает спикера от некоторых вводных деталей, объяснения причин, актуализации темы. Всем все известно. В рождественском послании Елизавета II также опускает приветствие, начиная с традиционных фраз: «Каждый год для христиан праздничное настроение», но затем переходит к особой теме уходящего года. Every year we herald the coming of Christmas by turning on the lights. And light does more than create a festive mood. Light brings hope. For Christians, Jesus is the light of the world, but we can't celebrate his birth today in quite the usual way. People of all faiths have been unable to gather as they would wish for their festivals, such as Passover, Easter, Eid, and Visakhi. But we need life to go on. Last month, fireworks lit up the sky around Windsor as Hindus, Sikhs, and Jains celebrated Diwali, the Festival of Lights, providing joyous moments of hope and unity despite social distancing. Вы заметили, какая тема становится центральной? Если нет, то у вас есть возможность сейчас перемотать видео и послушать отрывок еще раз. А с теми, кто догадался, мы продолжим разговор. Итак, это свет. Королева Великобритании пользуется приемом, характерным для политиков многонациональных стран. Они акцентируют внимание на том, что помнят обо всех нациях и народностях, проживающих на территории государства. Она вспоминает праздники, особенности их проведения, но, сказав о радостных событиях, она обрывает мысль, возвращая в реальность с помощью таких речевых клише, как «нам нужно, чтобы жизнь продолжалась», и несмотря на социальную дистанцию. This year we celebrated International Nurses' Day on the 200th anniversary of the birth of Florence Nightingale. As with other nursing pioneers like Mary Seacole,
Florence Nightingale shone a lamp of hope across the world. Today, our frontline services still shine that lamp for us, supported by the amazing achievements of modern science, and we owe them a debt of gratitude. В рождественских обращениях королева подводит итог событиям уходящего года. Что случилось в мире, в содружестве, в Великобритании и в королевской семье. И вот глава королевского дома отдает должное памяти двух женщин с интересными судьбами. И они, и работники служб с передовой, в данном ключе стали светом надежды. Излюбленным приемом Елизаветы II является отсылка к определенному историческому событию, показывающая преемственность поколений. Здесь королева упомянула 200-ю годовщину рождения Флоренс Найтингейл, а в 1970 году исполнилось 200 лет с тех пор, как капитан Джеймс Кук подошел к берегам Австралии. В рождественском обращении королева вспомнила свои путешествия уходящего года и говорила об уникальной связи Англии со странами, членами Содружества наций. I want to thank everyone on the NHS frontline, as well as care workers and those carrying out essential roles, who selflessly continue their day-to-day duties outside the home in support of us all. I'm sure the nation will join me in assuring you that what you do is appreciated and every hour of your hard work brings us closer to a return to more normal times. I also want to thank those of you who are staying at home, thereby helping to protect the vulnerable and sparing many families the pain already felt by those who have lost loved ones. Внеочередным обращением королевы свойственно использование благодарственных слов. Некоторые политические речи направлены на то, чтобы отметить определенную часть аудитории, зачастую чисто с электоральными намерениями. Но почему речь королевы Елизаветы отличается от классических политических? Разберемся в конце. А пока продолжим. В выступлениях она выражала благодарность служащим во время военных действий, всем британцам по случаю своего бриллиантового юбилея правления. В этот раз в центре внимания оказались работники Национальной службы здравоохранения. Но в то же время она подчеркивает важную роль каждого члена общества. А единение демонстрирует такими конструкциями, как «Я уверена, нация присоединится ко мне», и те, кто, находясь вне дома, поддерживают нас всех. Remarkably, a year that has necessarily kept people apart has in many ways brought us closer. Across the Commonwealth, my family and I have been inspired by stories of people volunteering in their communities, helping those in need. In the United Kingdom and around the world, people have risen magnificently to the challenges of the year, and I'm so proud and moved by this quiet, indomitable spirit. To our young people in particular, I say thank you for the part you have played. Впервые королева выступила с рождественским посланием в 1952 году по радио. В 1957 году речь монарха впервые транслировалась по телевидению в черно-белом формате. В цвете обращения стали записывать спустя еще 10 лет, в 1967 году. На этих кадрах королева Великобритании участвует уже в веб-конференции. Монархия, которая порой ассоциируется с архаизмом, ригоризмом, консерватизмом, демонстрирует в лице королевы близость к современным онлайн-технологиям. Если перед нами стоит задача продемонстрировать близость к аудитории, то мы должны говорить на ее языке. Возможно, использовать диалектизмы, профессиональный жаргон и даже разговорную лексику. Подробнее об этом можно прочесть в моей книге «Убедительная речь». I hope in the years to come, everyone will be able to take pride in how they responded to this challenge. And those who come after us will say the Britons of this generation were as strong as any, that the attributes of self-discipline, of quiet, good-humoured resolve, and of fellow feeling still characterize this country. The pride in who we are. Королева говорит о тех, кто придет на смену нынешнему поколению британцев.
Она надеется, что это поколение будут вспоминать с гордостью. Внимательные исследователи заметили, что на ней надеты брошь Марии Текской, бабушки Елизаветы II, трехслойное жемчужное ожерелье, в котором королева появлялась на всех внеплановых обращениях, а цвет платья выбран в тон тому, что было на первом внеплановом обращении. Пресса спорила, что же олицетворяет этот цвет: гармонию, униформу медицинских работников, а может быть этот хитрый ход? Зеленый цвет в образах королевы уже не первый раз привлекает огромное внимание фотомастеров. Данную речь посмотрели почти 24 миллиона британцев, а это в 3-4 раза больше обычных рождественских посланий. Традиционно интерьер рождественского обращения украшают значимые детали, в том числе семейные фотографии на столе. Но в 2020 году фотография была лишь одна – ее мужа, принца Филиппа. While we have faced challenges before, this one is different. This time we join with all nations across the globe in a common endeavor, using the great advances of science and our instinctive compassion to heal. We will succeed, and that success will belong to every one of us. Разберем две интересные риторические конструкции, которые здесь можно обнаружить. Первое – мы сталкивались, мы объединились, мы добьемся, говорит королева. Это сокращение дистанции между слушателями и спикерами. Вторая конструкция – успех будет принадлежать нам всем. Наверняка вы слышали подобное. Что-то принадлежит каждому из нас. К примеру, наша культура или чаще наша победа, победа каждого. Озвученные конструкции просты в использовании, но эффект от них может быть разным. Все будет зависеть от умелого использования. Есть риск, что при частом использовании этих конструкций в рамках одного текста или речи может сложиться впечатление некоторой спекуляции. Но королева ответственно подходит к каждому сказанному слову, поэтому это все не про нее. А мы смотрим дальше. Across the Commonwealth and around the world, we have seen heartwarming stories of people coming together to help others, be it through delivering food parcels and medicines, checking on neighbours, or converting businesses to help the relief effort. And though self-isolating may at times be hard, many people of all faiths and of none are discovering that it presents an opportunity to slow down, pause and reflect in prayer or meditation. Здесь мы видим уважительное отношение ко всем подданным. Людям верующим напоминает о молитве. С атеистами говорит о медитации. Но со всеми ними о помощи друг другу. Вот как ту же самую мысль королева транслирует в рождественском сообщении. We continue to be inspired by the kindness of strangers and draw comfort that even on the darkest nights there is hope in the new dawn. Jesus touched on this with the parable of the Good Samaritan. The man who is robbed and left at the roadside is saved by someone who did not share his religion or culture. This wonderful story of kindness is still as relevant today. Good Samaritans have emerged across society, showing care and respect for all, regardless of gender, race and background. Можно заметить, как различаются однородные месседжи. В рождественской речи текст пронизан христианской тематикой, в частности, историей о добром самаритянине. Речь в период пандемии все-таки рассчитана на более широкую публику, и в ней о религии сказано лишь вскользь, а также упомянуты атеисты. Елизавета II – последний в мире монарх, который носил форму времен Второй мировой войны. Она выучилась на водителя-механика санитарного автомобиля. Нынешние события находят отголосок в памяти королевы, и вот по какому поводу. It reminds me of the very first broadcast I made in 1940, helped by my sister. We as children spoke from here at Windsor to children who had been evacuated from their homes
and sent away for their own safety. Today, once again, many will feel a painful sense of separation from their loved ones. But now as then, we know deep down that it is the right thing to do. В этом фрагменте она сравнивает себя и сестру того времени с народом Содружества в текущем периоде. Все они болезненно ощущают расставание с близкими. Заканчивается короткая история уже знакомыми нам речевыми клише. Мы понимаем, что так надо. Обратим внимание на рождественскую речь и найдем сравнение там. In November, we commemorated another hero, though nobody knows his name. The tomb of the unknown warrior isn't a large memorial, but everyone entering Westminster Abbey has to walk around his resting place, honoring this unnamed combatant of the First World War, a symbol of selfless duty and ultimate sacrifice. The unknown warrior was not exceptional. That's the point. He represents millions like him who throughout our history have put the lives of others above their own, and will be doing so today. В этом отрывке миллионы обычных людей сравниваются с неизвестным солдатом, который ставит жизни других превыше своей. Что еще важно, в видео продемонстрированы кадры публичного выхода королевы в маске. Было время, когда королеву критиковали за то, что в период распространения информации об инфекции она не пользовалась индивидуальными средствами защиты. Содержание речи, обстановка, построение кадра, внешний вид, видеовставки. Все это работает на то, чтобы за короткий промежуток времени максимально воздействовать на аудиторию. Каждый элемент этой системы несет свой определенный смысл. Мы видим, что это не только риторика, но и пиар, продакшн, построение имиджа и многое другое. А мы переходим к заключению. For me, this is a source of enduring hope in difficult and unpredictable times. Of course, for many, this time of year will be tinged with sadness, some mourning the loss of those dear to them, and others missing friends and family members distanced for safety, when all they'd really want for Christmas is a simple hug or a squeeze of the hand. If you are among them, you are not alone. And let me assure you of my thoughts and prayers. The Bible tells how a star appeared in the sky, its light guiding the shepherds and wise men to the scene of Jesus' birth. Let the light of Christmas, the spirit of selflessness, love, and above all hope, guide us in the times ahead. It is in that spirit that I wish you a very happy Christmas. Заметим, что героине нашего разбора совершенно не характерны риторические восклицания. В то же время ее слово – это мощный инструмент, способный призвать британцев к дисциплине и самоизоляции. Мы помним, что центральная идея рождественской речи 2020 года – это свет. Свет направляет, свет дарит. Мы наблюдаем свет Рождества и свет надежды. Все это метафоры. Похожий художественный прием олицетворения королева использовала в рождественской речи 1984 года. В тот год родился принц Гарри, и в своем послании она рассказала, чему нас учат дети. Содружество наций она сравнила с ребенком, который растет, взрослеет и становится сильней. Еще одна градационная цепочка. Знайте, вы не одиноки. Этими словами заканчивается рождественская речь 2020 года. Эта фраза королевы больше всего впечатлила журналистов. А сейчас нам предстоит узнать, какое заключение она использовала в чрезвычайной речи. We should take comfort that while we may have more still to endure, better days will return. We will be with our friends again. We will be with our families again. We will meet again. But for now, I send my thanks and warmest good wishes to you all.
Здесь мы наблюдаем единоначалие. Мы снова будем. Однако это не главное. Королева незаметно процитировала слова из популярной песни Веры Лин времен Второй мировой войны «We'll meet again». Использование таких цитат оказывает определенное эмоциональное воздействие, порой даже гораздо большее, чем строки из священного писания или стихотворения английских поэтов, которые также встречаются в выступлениях королевы. Именно этой фразе таблоиды и телеканалы придали определяющее значение. Королева пообещала, что мы встретимся снова. Обращение Елизаветы II служит некой хроникой событий в Великобритании и за ее пределами. Это уникальная возможность поговорить с британцами о том, что их волнует и беспокоит. В этом символ национального единства. Это связующее звено между странами Содружества. Именно поэтому в текстах королевы нет элемента политической борьбы. Мы ведем откровенный разговор с таким близким, но в то же время далеким символом монархии. Бывший пресс-секретарь Букингемского дворца Дикий Арбитр отмечал, что королева всегда готовит свои речи сама, делая заметки и подбирая ключевые слова. Но при написании текста своего первого видеообращения она все-таки обратилась за помощью. Видимо, примером стал случай ее деда, когда тот обратился к английскому писателю Редьярду Киплингу. Драфт речи Елизаветы II подготовила известная писательница Дафна де Марье. В том обращении королева отметила, что ее роль сильно отличается от обязанностей предшествующих монархов. Она сказала: «Я не могу повести вас в бой. Я не издаю законов и не вершу правосудие, но я могу сделать нечто иное, отдать вам свое сердце и явить преданность этим древним островам и всем народам, входящим в нашу многонациональную семью. Мы признательны за официальное предоставление материалов русской службе BBC News, британской вещательной корпорации, крупнейшей в мире новостной организации. Делитесь этим видео. Подписывайтесь на канал издательства концентрированных знаний Левризон. Пишите в комментарии, разбор чьей речи вы бы хотели увидеть в наших выпусках. С вами был Сергей Груздев. До новых встреч!